Для начала я покажу, какие вариации планки можно выполнять, чтобы вы не заскучали. Делать планку лучше в конце тренировки, разогретым, иначе после долгого рабочего дня мышцы могут быть зажатыми и защемятся. Шея, поясница. Выполняя планку на тренировке, многие не догадываются, какие скрытые стороны таит это упражнение. Как ее делать правильно, сколько времени держать и чем может обернуться слишком долгое нахождение в статической позе. Самый простой вариант начать – это с колен. Можно стоять как на ровных руках, так и на локтях. Чем ближе точка опоры рук к корпусу, тем проще. А если выдвигать руки вперед, то будет тяжелее. Еще усложнить можно, поднимая одну руку и ногу вверх, попеременно или вместе. Следующий классический вариант – это планка с ровных ног на прямых руках. Эта вариация является более простой, чем на согнутых руках, хотя кому как. И тем, кто регулярно делает отжимания от пола, вы уже и так выполняете подобную нагрузку, и тогда такой вариант планки можно заменить на другие, более сложные. Те же самые способы можно делать с поднятием руки и ноги попеременно. Это поможет усложнить позицию. Разберем основные ошибки. Ребят, пару секунд внимания. Для украинцев я создал отдельные украиноязычные YouTube и Telegram каналы по тренировкам. Подписывайтесь по ссылкам в закрепленном комментарии. Основные ошибки, которые встречаются при выполнении планки. Угол в локтях держите 90 градусов. Плечи не проваливайте, старайтесь скруглить верх спины. Так более безопасно, и пресс в лучшем напряжении, как при скручиваниях на полу. Поясницу не прогибаем, держим в одной линии плечи и ягодицы. Не нужно задирать таз слишком высоко и не позволяйте опуститься ему низко, провисая в пояснице. Чтобы не зажимались мышцы шеи, держите голову и взгляд направленный в пол. Не нужно поднимать голову вверх и не смотрите вперед. Хорошая техника убережет вас от болей в пояснице, шее и эффективно нагрузит пресс, плечи и руки. И в целом тут напряжено и работает почти все тело. Также те, у кого повышенное артериальное давление, не рекомендуется долго стоять в одинаковом статическом положении. Если вы делаете планку на локтях, для облегчения ладони можно держать рядом. Если хотите усложнить, то расставьте ладони на расстояние и предплечья поставьте параллельно друг другу. Тем, у кого проблемы со спиной, а именно грыжи, протрузии или периодические боли, отнеситесь с осторожностью к данному упражнению. Возможно, именно вам его делать не стоит, либо же выполнять аккуратно, кратковременно, не более 20-30 секунд в подходе. Разнообразить планку, чтобы мышцы не затекали, можно несколькими способами. Один из них – передвижение в планке. Вперед, назад и в сторону. Можно делать на ровных руках или на согнутых. Так будет дополнительно увеличиваться нагрузка и на плечи. В зависимости от фантазии можно попробовать разнообразные варианты скручиваний в планке. Например, пытаться дотянуться ногой к руке. Если у вас нет проблем с поясницей и локтями, то можете попробовать планку на выпрямленных руках. Чем дальше руки уходят вперед, тем сложнее. Можно делать также и в динамике. Шагать руками и к ногам и вновь в позицию планки. Если есть доступ к шведской стенке, то можно забираться на нее вверх и вниз. То же самое можно проделать и с табуретом. Теперь боковая планка. Аналогично начать можно с колен и постепенно усложняем. Для тренировки мышц стабилизаторов боковая планка может хорошо прокачать контроль тела. Руками можно дотрагиваться до ног, проделывая различные манипуляции с подъемами рук и ног для усложнения. Увлекаясь прокачкой бокового пресса, не забывайте, что это увеличивает талию на боках. И подумайте, нужно ли оно вам. В планке ноги можно поставить на возвышенность, чтобы контроль тела заиграл новыми красками. Фантазия в этом упражнении не даст заскучать. Теперь разберем, сколько времени лучше держать планку. Кстати, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте, жмите кнопку в верхнем углу экрана. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии под видео или жми кнопку в углу экрана. Есть несколько подходов к тренировке планки. Один из них для общей выносливости делать разные вариации не более 60 секунд в одном подходе.
и при этом считая суммарное время за все подходы. И таким образом постепенно варьировать нагрузку, увеличивая ее. Еще вариант, когда мы делаем подход на максимальное время. Но давайте подумаем, есть ли в этом смысл, если только для каких-то личных рекордов, не более. Я стоял в планке чуть более 33 минут, и сказать, что я от этого стал сильнее или выносливый, я не могу. Скорее, после этого я потом восстанавливался несколько дней, и мышцы затекли. Ну и получилось интересное видео на память самому себе, что я могу продержаться так на силе воли. А вот атлеты силовых видов спорта предпочитают делать разные вариации, но по 30-40 секунд планки, не более, чтобы поддерживать в тонусе мышцы-стабилизаторы и при этом не перегружать их нервную систему от долгого нахождения в планке. Если мы стоим в планке более 60 секунд, то это упражнение не имеет особого смысла. Какое есть заблуждение про эффективность планки для прокачки пресса? И подойдет ли она для похудения? И в чем опасность долгого статического удержания? Давайте разбираться. По прокачке пресса принято так считать, что планка качает пресс. Но справедливости ради стоит отметить, что динамические силовые упражнения нагружают мышцы лучше, чем статические, если вы хотите накачать мышцу. Поэтому те же скручивания или подъемы ног подойдут для проработки пресса лучше, чем планка. А если говорить про видимые желанные кубики на животе, то это дело за питанием. Упражнение — это больше про силу, выносливость пресса. Планка просто укрепляет стабилизаторы. И заметьте, далеко не только пресс нагружается в этом упражнении. Теперь по поводу связи планки и похудения. При похудении важно делать упражнения со сравнительно большими энергозатратами. И если вы делаете планку, продержав, например, 3 подхода по 2 минуты, и вспотели, тело начинает дрожать, и кажется нагрузка высока, то это не показатель того, что упражнение настолько энергозатратное, чем, скажем, подтягивание, приседание или отжимание. При похудении основное — это уменьшать свои порции в рационе, пересмотреть продукты и повысить бытовую активность. Ходить регулярно, ежедневно, побольше. Нужна именно небольшая активность, длительный промежуток времени. Вот как раз ходьба подходит. И также проводить 3-4 силовые базовые тренировки в неделю. Так, давайте разберем, почему не стоит долго держать планку, ну скажем, дольше, чем 60 секунд. И, ребят, если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, предложу вам присоединиться в наш чат атлетов между более 6000 спортсменов из разных стран в группе Telegram. Там же вы найдете и мои бонусные статьи с разбором полезных тем в тренировках. А еще я недавно создал отдельный украиноязычный Telegram. В общем, все ссылки в закрепленном комментарии или жмите кнопку в углу экрана. Причины, почему не стоит делать статическую планку в любой вариации дольше, чем 60 секунд. И это то, что мышцы затекают, портится техника, таз начинает прогибаться, создается нагрузка на поясницу, провисаете в плечах, а это и нежелательно нагружает шею. Держа планку долго, это не повысит вашу выносливость и не накачает пресс. А вот проблемки со здоровьем при неверной технике вполне можно доставить. Единственное, те, кто занимаются борцовскими видами спорта, где нужно продержаться с противником долгое время, там может быть включена в тренировки такая длительная планка на истощение. И статика не поможет укрепить мышцы так, как это сделают динамические силовые движения. Некоторые тренера и ученые также подмечают, что длительные статические упражнения не несут особого эффекта, а то и вообще вредят. Любите ли вы делать планку долго в одном подходе? Или разными вариациями по несколько секунд? И как считаете, эффективное ли это упражнение в целом? Пишите в комментариях.